Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Обязательно подписывайтесь на него, если еще не подписаны. В этом мастер-классе мы будем с вами вязать пинетки-сандалики на размер 10 сантиметров. Пинетки хорошо сидят на ножке, не спадают благодаря вот таким завязкам. О том, какую я использовала пряжу и какой использовала крючок, я напишу подробнее в описании под этим видео. У пинеток двойная подошва, поэтому для одной пинетки нам нужно 2 подошвы, чтобы потом их связать вместе и получить двойную подошву. Ну а мы давайте приступим. 2 подошвы я уже связала. Схемы таких подошв вы найдете также у меня на канале. Здесь я набирала 20 воздушных петель и дальше вязала все как обычно. Как обычно вяжу я свои все подошвы. Здесь на канале я сделаю пост со схемой на такую подошву. Можете переходить, смотреть, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Ну а мы давайте приступим к связыванию 2 подошв между собой. Прикладываем 2 подошвы изнаночной стороной друг к другу, чтобы лицевые стороны у нас были снаружи. Ровненько все распределяем. Теперь нам нужно перетянуть петельку, которая у нас осталась от второй подошвы. То есть, когда мы свяжем одну подошву, мы ниточку отрезаем, прячем. Когда вторую подошву свяжем, ниточку мы не отрезаем, а продолжаем ей уже дальше вязать. Итак, протянули. У меня также, кстати, есть отдельное видео на канале, как вязать двойную подошву. Я там все подробно рассказываю и показываю. И дальше нам нужно соединить 2 подошвы между собой соединительными столбиками. То есть через каждую петельку заводим крючок в каждую петельку от одной подошвы и второй подошвы. Достаем ниточку и вяжем соединительный столбик. Так. И вяжем соединительный столбик. Дальше в следующую петлю. И также. Здесь уже ничего сложного нету. Вот посмотрите, получается с этой стороны вот такая косичка от соединительных столбиков. И давайте сейчас самостоятельно соединим 2 подошвы между собой соединительными столбиками. И дальше мы уже с вами встретимся. Давайте провязываем по кругу. Соединила я 2 подошвы между собой. С одной стороны у нас получилась косичка, с другой стороны просто такой шовчик. И вот нам нужно сейчас перетянуть петлю на ту сторону, где у нас получился такой шовчик от соединительных столбиков. Протянули петельку, подтянули. И сейчас нам нужно будет вязать столбики без накида. Набираем 2 воздушные петли подъема. И столбики без накида мы будем вязать за петельки, которые у нас получились от соединительных столбиков. Так, вот они. И вот за них мы будем вязать столбики без накида. Всего у нас здесь должно получиться 69 столбиков без накида. Плюс 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за один столбик без накида. Всего получается 70 столбиков без накида. Давайте провяжем. Этот ряд вязать немножко сложновато, потому что петельки получились такие немного тугие, и крючок через них
не совсем хочет пролазить, поэтому немножко сложновато вязать. И давайте сейчас провяжем самостоятельно 69 столбиков без накида, и дальше мы уже с вами встретимся. Итак, довязали до конца ряда. Далее делаем соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. И начинаем вязать второй ряд. Набираем 2 воздушные петли подъема и вяжем. Здесь уже все очень просто. Вяжем обычные столбики без накида за петли, которые получились у нас от столбиков без накида предыдущего ряда. Также нам нужно провязать 69 столбиков без накида. Ну, плюс 2 воздушные петли подъема, получается 70 столбиков без накида. Давайте также этот ряд мы уже провяжем самостоятельно и встретимся с вами в конце ряда. Второй ряд я довязала до конца, сделала соединительный столбик, вторую воздушную петлю подъема и отрезала нить. Черная ниточка нам уже не нужна. Сейчас я вам покажу, как вязать пинетку, чтобы вот эта вот дырочка была слева, то есть босоножек на правую ножку. А потом уже покажу, как вязать пинетку для левой ножки, чтобы дырочка была справа. Для верха пинеток я выбрала очень красивые ниточки с люрексом. И давайте начнем вязать. Набираем начальную петлю. И дальше нам нужно найти центр на мыске, центральную петлю на мыске. Можно ее на глаз найти, а можно сложить пинетку пополам. И вот центральная петля, она будет видна. Она будет в серединке находиться. И от этой петли отсчитываем в одну сторону 7 петель и, соответственно, в другую 7 петель. И всего на мыс у нас уходит 15 петель. И с 8 петельки, вот с этой, начинаем вязание. Берем вот эту петельку и протягиваем. Дальше нам нужно набрать 15 воздушных петель. Все воздушные петли набрали. Далее нам нужно отсчитать на мыске 15 петель. И в 16-ю вязать соединительный столбик. Так. Заводим крючок с лицевой на изнаночную сторону и вяжем соединительный столбик. Только он почему-то мне не хочет сразу завязываться. Провязали. И дальше нам нужно сделать еще один соединительный столбик в следующую петлю. Сделали. Теперь вяжем 15 столбиков без накида за цепочку из воздушных петель. Вот так.
Итак, провязали все 15 столбиков. Далее делаем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю и второй в следующую петлю. Сделали. Дальше вяжем второй ряд, разворачиваемся. Второй ряд будет у нас состоять также из 15 столбиков без накида. 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, пропускаем. Получается, в третью начинаем вязание. Вяжем 15 столбиков без накида. Давайте до конца ряда провяжем самостоятельно и встретимся с вами в конце ряда. Довязали второй ряд до конца. Дальше мы также делаем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю и второй в следующую петлю. Провязали. Далее будем вязать третий ряд. Третий ряд у нас также будет состоять из 15 столбиков без накида. Также 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, пропускаем и с третьей начинаем вязание. Вяжем самостоятельно. Довязали третий ряд. Также здесь делаем 2 соединительных столбика. Один в одну петлю, второй в следующую петлю. Разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд. Также вяжем 15 столбиков без накида. Давайте провяжем сейчас самостоятельно. Провязали 15 столбиков без накида. Далее делаем 2 соединительных столбика. Один, второй. Дальше будем вязать пятый ряд. Начинаем также с третьей петли. 2 петли, которые у нас получились от соединительных столбиков, мы пропускаем. С третьей начинаем вязать. Вяжем 8 столбиков без накида. Восемь. Дальше нам нужно набрать 7 воздушных петель. Набрали. И теперь смотрите, здесь 2 петли мы пропускаем и в третью вяжем соединительный столбик. Один и в следующую петлю второй соединительный столбик. Провязали. Разворачиваем вязание, вяжем шестой ряд. Воздушные петли вяжем по одному столбику без накида, то есть у нас здесь 7 петелек, получается 7 столбиков без накида. Дальше вяжем 8 столбиков без накида уже в петли от столбиков без накида предыдущего ряда. Всего получается в этом ряду также 15 столбиков без накида. В конце ряда также делаем 2 соединительных столбика.
Дальше вяжем 7 ряд, также с 3 петли. В 7 ряду у нас будет также 15 столбиков без накида. Вяжем. Провязали 7 ряд, и в конце 7 ряда мы делаем только один соединительный столбик. Далее делаем воздушную петлю и уже отрезаем нить. И мысок для правой пинетки у нас уже готов. Сейчас я все это распущу и буду уже вязать пинетку для левой ножки. Еще забыла сказать, что когда мы будем вязать заднюю часть, то вот с той стороны, где у нас дырочка, вот это получилось на мыске, мы отсчитываем 3 петли и с 4 начинаем вязание. То есть с одной стороны у нас будет 3 петли, а с другой стороны у нас должно остаться 5 петель. И на заднюю часть у нас всего уйдет 29 петель. Вот так должно получиться. Ну а сейчас я покажу, как вязать пинетку для левой ножки. Вяжем все точно так же, только зеркально. Начинаем вязание не с этой стороны, а с вот этой. То есть также от серединки отсчитываем 7 петель и с 8 начинаем вязание. Протягиваем петлю и набираем 15 воздушных петель. Итак, набрали 15 петель. И теперь также на мыске пропускаем 15 петелек и в 16-ю вяжем соединительный столбик. Один соединительный столбик провязали. И дальше нам нужно связать еще один соединительный столбик. Провязали. Дальше начинаем вязать первый ряд. Также вяжем 15 столбиков без накида под воздушные петли за цепочку из воздушных петель. Давайте дальше провяжем самостоятельно. Провязали 15 столбиков без накида. Далее нам нужно сделать 2 соединительных столбика. Один в одну петлю и второй во вторую петлю. Следующую. Дальше вяжем также второй ряд 15 столбиков без накида, начиная с 3 петли. 2 петли, которые получились у нас от соединительных столбиков, мы пропускаем. Давайте провяжем. Провязали второй ряд. Также мы делаем 2 соединительных столбика. Один и второй в следующую петлю. Разворачиваем вязание, вяжем третий ряд, также 15 столбиков без накида, начиная с 3 петли. 2 петли пропускаем от соединительных столбиков. И дальше вяжем. Давайте и этот ряд мы провяжем самостоятельно. Провязали третий ряд, делаем 2 соединительных столбика. И начинаем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду также у нас будет 15 столбиков без накида.
Также делаем 2 соединительных столбика. Дальше будем вязать 5-й ряд. Также начинаем с 3-й петли. Вяжем 8 столбиков без накида. Дальше набираем 7 воздушных петель. Дальше здесь также 2 петли пропускаем и в 3-ю вяжем соединительный столбик. 1 и в следующую петлю еще 1 соединительный столбик. Дальше вяжем 6-й ряд, 7 столбиков без накида в воздушные петли. И 8 столбиков без накида уже в петли, которые получились у нас от столбиков без накида предыдущего ряда. Всего получается 15 столбиков без накида в 6-м ряду. В конце ряда делаем 2 соединительных столбика. И дальше нам осталось провязать последний 7-й ряд, 15 столбиков без накида. Итак, провязали 7-й ряд. Далее делаем 1 соединительный столбик. Дальше делаем воздушную петлю и ниточку можно отрезать. И вот что у нас получилось для левой ножки. Дальше будем вязать заднюю часть для пинетки. Как я уже говорила, с той стороны, где у нас дырочка, мы отступаем 3 петли. А с той стороны, где у нас нет дырочки, отступаем 5 петель и с 6-й начинаем вязать. Протягиваем петлю, делаем 2 воздушные петли подъема, которые мы считаем за 1 столбик без накида, и дальше вяжем столбики без накида. Остается нам провязать еще 28 столбиков без накида. Все ниточки, которые торчат, мы прячем по ходу вязания. Давайте провяжем все оставшиеся столбики без накида. И с вами мы уже встретимся. Итак, все столбики без накида мы провязали. До мыска у нас осталось 3 петли. Вот они. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, начинаем вязать 2-й ряд. С самой первой петли вяжем 29 столбиков без накида.
Давайте провяжем самостоятельно. Провязали второй ряд. Далее будем вязать третий ряд. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Начинаем вязание с третьего ряда, с самой первой петли. В середине пяточки мы будем делать одно убавление в этом ряду. Итак, довязала я до середины пяточки. Далее делаем убавление. Сделали. И дальше продолжаем вязать также столбики без накида до конца ряда. Довязали третий ряд, дальше делаем воздушную петлю и разворачиваем вязание. Сейчас мы провяжем самостоятельно четвертый ряд, пятый, шестой и седьмой ряд по 28 столбиков без накида. Здесь уже ничего сложного нету. И уже в конце седьмого ряда мы с вами встретимся. Довязали седьмой ряд. Далее вяжем восьмой ряд, делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание, в самую первую петлю вяжем столбик без накида. В этом ряду мы будем делать отверстия для люверсов, либо просто для шнурочков. Далее набираем 2 воздушные петли, одну петлю пропускаем и в третью уже вяжем столбик без накида. Дальше вяжем столбики без накида. В конце ряда оставляем 2 петли не провязанными. Там мы тоже будем формировать отверстия для шнурочка. Давайте провяжем самостоятельно. 2 петли у нас осталось. Делаем 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаем и в самую последнюю вяжем столбик без накида. Восьмой ряд у нас готов. Далее воздушная петля. Разворачиваем вязание, вяжем 9 ряд. В самую первую петлю вяжем столбик без накида. Далее вяжем столбик без накида под воздушные петли. И дальше уже вяжем, как обычно, столбики без накида. В конце ряда делаем также столбик без накида под воздушные петли и в самую последнюю петлю столбик без накида. И в 9 ряду у нас также будет 28 столбиков без накида. Давайте вяжем. Провязали 9 ряд, далее делаем воздушную петлю и нить можно отрезать. Задняя часть у нас уже готова. Сейчас нам осталось спрятать все ниточки, которые торчат. Я еще вставлю люверсы в отверстие для шнурочков. У кого нету люверсов, можете не вставлять, естественно. И еще свяжу цветочки для декора пинетки. Люверсы, как вы видите, я уже вставила. Сейчас нам нужно обвязать подошву пинетки соединительными столбиками. Я буду начинать вот с этого места. Вы начинаете, как вам удобно. И вяжем в каждую петельку соединительный столбик. Здесь также все просто. И давайте сейчас обвяжем полностью по кругу соединительными столбиками подошву. Мне осталось сделать последний соединительный столбик, но как таковой соединительный столбик я делать не буду, а аккуратненько вот таким образом сделаю петельку, чтобы вот этот стык начала ряда и конца ряда у нас не был виден.
Так. И теперь вот эту ниточку протягиваем на изнаночную сторону. И там ее будем уже фиксировать. И вот, посмотрите, как все красиво и аккуратно получается. Дальше я эти ниточки завяжу и спрячу. Что еще нужно нам сделать? Пришить вот сюда цветочки, но это кто как хочет. Я буду пришивать цветочки. И, естественно, связать шнурочек. И все, пинетка будет у нас уже готова. Как вязать шнурок? У меня есть отдельный мастер-класс. Посмотрите. Ссылочку на него я оставлю также в описании под этим видео. Ну а сейчас кратенько покажу вам. Делаем начальную петлю, накидываем ниточку и протягиваем. Все очень-очень просто. И вот такой шнурочек у меня получился. В качестве декора я выбрала вот такие малюсенькие цветочки. В центр я вставлю еще бусинку и пришью к пинетке. Схему на такой цветочек я также оставлю в описании. Заправила шнурочек, пришила цветочки, и пинетки у нас уже готовы. Вязать такие пинетки, на мой взгляд, очень просто и быстро. Такие пинетки можно также связать и для мальчика, просто поменять цвет пряжи и не делать декор. Ну а у меня на этом все. Не забывайте подписываться на мой канал, а также ставить пальчик вверх. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока-пока!